Я живой. Привет, народ! Я наконец-то вернулся из зимней спячки и пришло время чем-нибудь заняться. На этот раз мне заказали сделать устройство, которое должно просто автоматически открывать дверь подъезда при звонке в домофон, имея при этом возможность настраиваться удаленно, через интернет. Задача для меня не совсем новая. Я уже делал домофон с автоответчиком, который умеет не только автоматически снимать трубку, но и отвечать записанными на SD-карте сообщениями. Плюс записывать на эту же SD-карту сообщения от тех, кто приходил. Аналог телефонного автоответчика. В итоге я всегда мог узнать, кто приходил, даже не открывая дверь. А уж как это удобно при заказе пиццы. Здравствуйте. Хозяин уже ждет вас. Однако не получится просто взять и собрать еще один такой домофон, пусть и в упрощенном виде. Дело в том, что эта разработка слишком завязана на инфраструктуру. Домофон подключается проводами к самодельной сети моего умного дома, который подключается к роутеру через разработанный мной переходник на USB, где под Linux крутится демон, к которому подключаются клиенты с телефона и компьютера, и который передает записанные сообщения на другой сервер, где хостится мой сайт. Короче, я делал этот домофон исключительно для себя и с расчетом на себя. И хоть этот проект и выложен на GitHub, толку от этого ноль, повторять его нет смысла. Сейчас я понимаю, что это весьма плохой подход. Конечно, сеть клюн от моего умного дома является стандартом внутри моей квартиры, но чем-то абсолютно диким для всего остального мира. И если сейчас спросить у вас, что же лучше использовать для связи устройств внутри умного дома, то я уверен, что большинство из вас ответит Wi-Fi. Да, Wi-Fi дома сейчас стал чем-то повседневным, а не роскошью для гиков. И добавить его в свое устройство тоже стало достаточно просто. Давайте же посмотрим, какие для этого есть решения на рынке. Уверен, многие, даже далекие от электротехники, сразу же ответят Raspberry Pi. У меня вот есть Raspberry Pi 3. И знаете, это отличное решение, чтобы подключить ее к телевизору и сделать на ее основе игровую консоль или медиаплеер. Можно использовать малинку и в качестве компьютера. Это, по сути, и есть полноценный компьютер. Именно поэтому я и не смог найти достойного применения. Все те же самые задачи может выполнять обычный PC. А чтобы заниматься чем-то более простым, вроде управления домофоном, эта штука слишком громоздкая и дорогая. Она стоит около $40. И вроде как это не так уж много за такую классную вещь, но не встраивать же ее в каждый выключатель. Это как из пушки по воробьям. Конечно, для более простых задач есть другая модель. Raspberry Pi Zero. Она крохотная. Производитель заявляет цену в $5. Только вот на практике дешевле $25 их пока что не найти. Это, в общем-то, вполне терпимая цена, но если только вам не нужно более пары штук. Есть еще Orange Pi, который немного дешевле и является очень достойным конкурентом малинки. Но опять же, хочется минимализма. Так что давайте взглянем на другую крайность. ESP8266. Это очень популярный нынче микроконтроллер с Wi-Fi, который стоит дешевле $2. И это действительно очень достойное решение, которого будет достаточно для многих задач. Только вот зачастую наоборот, слишком примитивные. Ведь под него необходимо писать именно прошивки. Linux там уже нет, а для работы с периферией и сетевым стеком используются отдельные библиотеки. И вот, наконец-то пришло время рассказать вам о моей новой игрушке, которую я очень быстро полюбил. Это Onion Omega 2. Одноплатный компьютер на базе MIPS процессора, с Linux на борту, с Wi-Fi, встроенной антенной, разъемом под внешнюю антенну, UART и Quadrat-C, SPI, SHIM, USB, Ethernet и, конечно же, пины общего назначения. Изначально производитель заявлял цену в $5, но со всеми дополнительными расходами и доставкой для конечного пользователя такая штука пока что стоит где-то $9-10. Наверняка в будущем подешевеет. Есть версии чуть дороже, со слотом для SD-карты.
Но поверьте, встроенной памяти на 16 мегабайт хватит для большинства задач. Анонсирована еще версия для поверхностного монтажа, которая будет еще дешевле, еще меньше и иметь еще больше выводов. Но я уже купил себе целую коробку обычных омег. Ведь при такой цене можно уже смело втыкать Linux и Wi-Fi в каждый чайник и утюг. Вот оно, будущее. Так что, похоже, будет много проектов и видосов с использованием Омега 2. Много, а не часто. Не буду вдаваться в подробности о том, как сложно было заказать их в Россию, ведь такое количество таможня запросто может посчитать коммерческой партией, и им будет непросто объяснить, что это по сути расходный материал. А еще это могут посчитать ввозом несертифицированных средств шифрования данных. Ох уж эти наши маразматические законы. Да сейчас при соответствующем софте любой калькулятор может быть средством шифрования. Но да не суть. Как обычно, многие меня спросят, зачем? Почему меня вдруг не устраивает ультрадешевый ESP8266? И как же так получилось, что кластер опустился до чего-то столь высокоуровневого? Да, странно звучит. Иначе говоря, зачем в устройствах умного дома нужен Linux? Да дело банально в удобстве использования и обслуживания. Умный дом — это не просто управление утюгом через интернет. Это комплекс устройств, которые работают в одной сети и реагируют на события друг друга. Получается, что программирование является неотъемлемой частью использования умного дома, ведь периодически устройствам нужно объяснять, как нужно реагировать на ту или иную ситуацию, что и когда делать. И Linux в этом плане очень сильно облегчает жизнь. Ведь он берет на себя всю головную боль, связанную с многозадачностью, с выполнением заданий по расписанию. И это огромная база уже привычного софта. Тут вам и веб-сервер, и различные сетевые утилиты, благодаря которым не нужно изобретать велосипед, и различные языки программирования, PHP, Ruby, Perl, Python, благодаря которым можно легко менять поведение устройства прям в реальном времени, без перекомпиляции. Да многие повседневные задачи можно вообще на баш-скриптах решить. Ну и я просто люблю Linux, хотя на десктопе предпочитаю Винду. Не буду лукавить, недостатков у Омега 2 тоже хватает. Во-первых, это питание. Эта штука может потреблять до 500 мА. И если раньше весь мой умный дом питался от одного блока питания, то, похоже, теперь придется ставить отдельный блок на каждое устройство. Во-вторых, Linux плохо справляется с задачами реального времени. И если вам нужно работать с сигналами длительностью в микросекунды, то придется писать модуль ядра, или же вообще подключать дополнительный микроконтроллер. В-третьих, у Омеги нет АЦП, то есть никаких аналоговых входов. А они бывают весьма полезны при работе с аналоговыми датчиками. Но тут опять же проблема решается подключением копеечного микроконтроллера, тем более под Linux есть софт для их прошивки, что избавляет от необходимости использовать дополнительный программатор. Четвертый недостаток свойственен скорее всем Wi-Fi устройствам, а не только Омеге. Это отсутствие децентрализованности. То есть у всей системы есть одна слабая точка. Это Wi-Fi роутер. И если он перестает работать, все устройства теряют связь друг с другом. Наверное, в любой конфигурации есть такое слабое звено. Вот как я уже говорил, мой нынешний умный дом питается от одного блока питания. И как-то он умер, когда у меня сдох блок бесперебойного питания. К тому же Омега 2 может работать в качестве Wi-Fi точки постоянно. То есть если роутера вдруг не станет, к ней всегда можно будет подключиться со смартфона и управлять устройством с него. Ну и к тому же надо всегда разрабатывать устройства таким образом, чтобы они работали даже без сети. Не знаю, до чего еще докопаться, но, наверное, можно сказать про время загрузки. Омега 2 достаточно долго загружается и выходит на связь. Конечно, это абсолютно не важно для устройств, которые работают круглосуточно, но может стать проблемой, если прибор включается в розетку лишь иногда. Что-то мой блог окончательно превратился в какой-то обзор. Наверное, вы и забыли уже, с чего все началось. Напомню. На этот раз мне заказали сделать устройство, которое должно просто автоматически открывать дверь подъезда при звонке в домофон, имея при этом возможность настраиваться удаленно, через интернет. Дело в том, что заказчик периодически сдает квартиру через один специальный сайт, находясь при этом в другом городе. И ему нужно сделать так, чтобы в день заселения человек мог попасть в подъезд, и там уже взять ключи от квартиры в специальном боксе. Попробуем же это сделать с помощью Омега 2. Приступим. Принцип работы домофонных трубок очень прост.
Когда трубка висит, ее динамик включен в домофонную сеть напрямую. Соответственно, трубка имеет сопротивление около 50 Ом. Когда трубку снимают, ее сопротивление возрастает где-то до килоома и немного меняется, когда мы говорим в микрофон, передавая таким образом звук. И, наконец, когда мы нажимаем кнопку открытия двери, сопротивление трубки вырастает еще сильнее. Соответственно, с аппаратной точки зрения нам нужно: первое – определить момент, когда кто-то звонит в домофон. Это делается легко, только в этот момент в линии появляется напряжение. Чтобы определить наличие напряжения, можно использовать транзистор. Как только через его базу будет течь хотя бы мизерный ток, он откроется и замкнет одну из ног омеги на землю. Второе. Через некоторое время снять трубку, увеличив сопротивление устройства. Для этого можно использовать банальное реле. Это громоздко, они щелкают, но очень надежно. Сопротивление же лучше сделать подстраиваемым, ведь у разных производителей это значение может быть разным. Третье. Спустя еще какое-то время еще сильнее увеличить сопротивление устройства. Это опять же можно сделать через реле. Все достаточно просто. Стоит не забыть добавить такие мелочи, как пара светодиодов, чтобы отображать текущий режим, кнопку и пьезодинамик, чтобы издавать звуки. Бла-бла-бла, все это скучно. Давайте уже скорее делать плату и программировать. Мне определенно нужны новые ножницы, чтобы резать текстолит. Дальше все как обычно. Шкурим, ацетоним, печатаем изображение платы на глянцевой бумаге, гладим его утюгом и отмачиваем. Черт, эта миска с Человеком-пауком действительно выглядит странно, или мне кажется? В одном месте не проутюжилось. Подрисуем дорожку лаком. После травления получаем вот такую вот плату. Из-за омеги придется сверлить много отверстий. Они еще и с нестандартным шагом в 2 мм вместо 2,54. Короче говоря, в итоге получился вот такой вот девайс. Осталось вдохнуть в него жизнь. Включаем питание, и омега начинает загружаться. Вскоре можно будет увидеть новую Wi-Fi точку, которая называется Onion, и последние 4 цифры MAC-адреса. Подключаемся к ней. Пароль по умолчанию 12345678. Внутри этого интерфейса у омеги по умолчанию IP-адрес 192.168.3.1. Подключаемся к нему по SSH, логинимся под рутом, используя пароль Onionir, и первым делом настраиваем подключение к Wi-Fi точке. Для этого нам предустановлен скрипт Wi-Fi Setup. Нужно просто выбрать из списка мой роутер и ввести ключ. Переподключаемся и смотрим состояние сетевых интерфейсов. Есть соединение. Видно IP-адрес, который выдал омеге мой роутер. Теперь можно отключиться от точки доступа самой омеги и подключиться к ней уже по этому IP-адресу, используя обычную сеть. Ведь теперь она является частью моей домашней сети. Снова логинимся по SSH и проверяем, что у омеги есть подключение к интернету. Думаю, теперь следует обновить прошивку. Это особенно актуально в свете найденных недавно уязвимостей в протоколе Wi-Fi. Готово. Теперь установим необходимый софт. Веб-сервер там уже есть. Установлю еще PHP, чтобы создать админку. Да, я из тех динозавров, кто до сих пор использует PHP. Все устанавливается из репозитория в интернете, как и во многих других дистрибутивах Linux. Что же касается управления периферией, то это достаточно легко делать прямо из командной строки. На омеге уже предустановлено несколько утилит для этого. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что многие пины имеют несколько функций. Для переключения между ними используется утилита Omega Control. Так, если мы планируем просто мигать светодиодом, соответствующий вывод нужно переключить в режим GPIO, то есть в режим пинов общего назначения. Менять же направление вывода и значение вывода можно утилитами GPIO Control или более быстрый Fast GPIO. Также можно управлять ими через псевдофайлы в Linux, что является более универсальным и портируемым методом. Код я решил писать прямо на Bash скриптах. Это Linux все-таки. Задача достаточно простая. Если ряд условий выполняется, то ожидаем звонка в домофон и открываем дверь спустя заданный промежуток времени. Реагируем на нажатие кнопки заданным в настройках образом, мигаем светодиодами, издаем звуки при необходимости. Вот тут-то у меня и возникла проблема. Для генерации звука я решил использовать shim. Однако программный shim, который предоставляет утилита омеги, весьма нестабилен, хоть и работает на уровне ядра. Тайминги слишком плавают, что отчетливо заметно на слух. Слишком заметно. Так оставлять нельзя. Однако у Омега 2 вроде как заявлен аппаратный шим. Его можно увидеть в утилите для переключения режима работы пинов. Он есть в документации на процессор, который используется в Омеге, но при этом нет никаких средств для работы с ним. Видимо, разработчики их еще не сделали. Что ж, будем делать сами. В
той же документации на процессор описаны регистры для работы с шим. Их много. Местный шим очень гибкий в настройке. Тут можно даже задать произвольные последовательности генерации волны. В итоге я написал нативную программу на C, которая работает напрямую с этими регистрами и генерирует волну заданной частоты и скважности, используя именно аппаратный шим. Исходники этой утилиты я выложил на GitHub, так что пользуйтесь, если кому-то нужно. Звук в итоге стал издаваться без дефектов. В общем-то, устройство уже функционирует как задумано. Для проверки я имитирую домофонный звонок, подавая питание в линию от батарейки. Надо только не забыть поставить наш скрипт в автозагрузку. Для этого создадим скрипт в директории initd. Осталось только сделать веб-интерфейс, чтобы заказчик мог легко все настраивать и управлять устройством из любого браузера. Веб-технологии — это моя слабая сторона. Тут я отстал от жизни лет на 20. Так что тут будет тот еще говнокод. Как я уже говорил, я не заморачиваюсь и использую PHP в сочетании с JavaScript. Дизайн я делать не умею, да и не нужно это тут, поэтому я в наглую скопировал его с интерфейса Lucy от OpenWrt. OpenWrt, OpenWrt. Да как произносится-то вообще? Ах да, нужно еще установить необходимые модули для PHP. Делается это также просто, из репозитория. Стоит сказать, что для хранения настроек я использую UCI, Unified Configuration Interface. Это система хранения настроек, которая тоже перекочевала из OpenWrt. Это что-то вроде простенькой базы данных, которая оптимизирована сократить количество перезаписей флеш-памяти. Вот такая вот простенькая админка получилась. Во-первых, тут можно смотреть и добавлять интервалы, когда наш домофон будет автоматически открываться. На этой же странице можно импортировать расписание из iCal файла. Да, забыл сразу сказать, что это было одно из требований заказчика. Дело в том, что на сайте, где этот человек сдает квартиру, можно экспортировать расписание или получить его по ссылке. Вот здесь можно указать эту ссылку, чтобы устройство само периодически скачивало свежие расписания. В итоге заказчику не нужно будет даже вписывать его руками в настройках устройства. Оно будет заполняться само с сайта, где он сдает квартиру. Конечно же, нужно не забыть настроить периодическое выполнение этого скрипта через cron. Если кто не знает, это одна из базовых утилит в Linux для выполнения команд по расписанию. Настраивается она через простой текстовый файл. Указываем, что скрипт нужно выполнять каждую нулевую минуту, каждого часа, каждого дня месяца, каждого дня недели. И сохраняем. Еще в админке можно менять различные настройки. Издавать звуки, как быстро нужно открывать дверь, как реагировать на нажатие кнопки, ну и само собой менять пароль на админку. На отдельной вкладке можно смотреть логи, где будут записываться все действия. Само собой есть вкладка и с настройками Wi-Fi. Тут можно посмотреть, какие поблизости есть точки доступа и подключиться к выбранной. Подразумевается, что при первом включении устройства заказчик подключится к нему, например, со смартфона, зайдет в админку и настроит уже подключение к роутеру. Еще я сделал в админке вкладку, где можно написать произвольный скрипт, который будет выполняться, когда кто-то звонит в домофон. Заказчик этого не просил, да и для рядового пользователя это не особо нужно. Но таким образом можно при звонке в домофон выполнить вообще любые действия. Особенно с помощью утилиты Curl, которая используется для автоматизации любых веб-запросов из командной строки. Так, например, можно отправлять пуш-уведомления на телефон. Можно написать для этого свою программу для смартфона, но я предпочитаю использовать сервис pushover.net. Сейчас обязательно кто-нибудь скажет, что это реклама. Но нет, просто мне действительно нравится этот сервис. Регистрируемся на сайте, создаем приложение, указываем ему имя и значок, устанавливаем клиентское приложение на телефон, и с помощью простого API можно отправлять себе уведомления, указывая при этом звук, приоритет и прочие параметры. Очень удобно. Для заказчика я уже написал скрипт-шаблон. Ему осталось только подставить свои ключи, которые получаешь на сайте сервиса. Так он сможет почти мгновенно узнавать, если кто-то позвонил в домофон. В общем-то, все готово. Осталось только смоделировать и напечатать корпус на 3D принтере. Все-таки оно будет в квартире стоять. Должно быть хоть немного красиво. Выглядит несколько кустарно, но свой функционал выполняет идеально. Я как-то поспешил отправить устройство заказчику и не поснимал его в работе. Но там показывать-то особо нечего. Набираешь на домофоне номер квартиры, дверь открывается, вот и все. Однако случилось то, чего я боялся больше всего. На моем-то домофоне я все проверил. А вот на домофоне заказчика устройство уже не заработало. Он там другой фирмы и, видимо, работает немножко иначе. Проблема была в том, что домофон думал, что кто-то в него звонит, когда этого не происходило. Увы, заказчик живет далеко, и приехать к нему я не мог. Однако, я же говорил, что Linux облегчает обслуживание устройства.
Заказчик просто пробросил мне порт на SSH, я подключился удаленно и разобрался, в чем проблема. Просто в домофонной линии у него возникали кратковременные помехи, которые можно легко отфильтровать, доработав скрипт. Нужно реагировать только если сигнал у линии есть в течение некоторого времени. Только пришлось заставить заказчика побегать к подъезду и обратно для тестирования. Фух, неужели я доделал 10-е юбилейное видео? Мне понадобилось несколько лет на эти 10 выпусков. Да, с периодичностью у меня проблемы. Сколько хоть у меня подписчиков там уже? За 50 тысяч? Офигеть, откуда вы все взялись-то? Ведь я, помнится, обещал вам, что буду делать выпуски почаще. Нет, ну я для себя усвоил, что нельзя называть никакие сроки. И вообще делать что-либо без вдохновения нельзя, а то получится чуть-чуть говно. Меня так в свое время выперли из журнала «Хакер» после нескольких статей. Ладно, спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А я постараюсь поскорее вернуться. Честно постараюсь, хоть и ничего не обещаю. Всем пока! Word и квадрат C, Shim, Ethernet, USB. Что там еще, господи? SPI. И, конечно же, обычными пинами общего назначения. Твою мать, зачем я написал такой текст?